Все у нас подключено, все смотрят. Right. Харе Кришна. So Maharaj and all devotees, Vanchakalpatrubhyascha Kripasindhubhyeva Atitana Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Vaishnav Thakur, Vaishnav Bhakta Vrinda Ki Jai. Jai. And Maharaj, I just by chance, completely by chance, in front of me, there was one verse from Chaitanya Bhagavat. Совершенно случайно, хотя я уверен, что случайности не бывает, я тут открыл страницу читания Бхагавати, и там проявился текст. Shri Vrindavan Das Thakur is saying, Etchika Korila Age, Bhaktera Vandana, Ataiva Ache Karjas, Siddhira Lakshana. And Paramananda will tell you the translation in Ruski. Махарадж только что прочитал стих на бенгале, на русский перевод следующий. Поэтому я сейчас предлагаю мои молитвы, прежде всего, преданным, поскольку это является секретом обретения совершенства. Это Вриндаван Дас Тхакур. So now you all know a secret. Теперь вы все знаете этот секрет. And I am following that secret by giving my obeisances to you, Maharaj, and you all. Я следую этому секрету, предлагая поклоны Махараджу и всем вам в Абхазии. So now I have a hope to be a pure devotee. Теперь у меня есть надежда стать чистым преданным. Hare Krishna. Харе Кришна, Махарадж. Давай. So yes, Maharaj, we're here at your service. Махарадж, мы здесь, готовы служить, приказывай. In remembrance of Guru Maharaj and Gurudev. Памятуя Гуру Махараджа и памятуя Шри Гурудеве. Please engage us. Займи нас в служении. Ну, у нас сегодня праздник, день явления Ситы Тхакурани. Также близится Лалита Саптами, Ширадхаштами. Вот, может, Махарадж как раз по поводу всех праздников, как праздновали это в Мадхе у нас во времена Гуру Махараджа, Гурудева. Okay, so Maharaj, today is Sita Thakurani's day, and there is not much mention. I think Paramahansa, who knows some places, you can say about today. На самом деле, сегодня день явления Ситы Тхакурани, супруги Адвайта Ачарьи, и в священных писаниях не так много сказано о Сите Тхакурани. Мы слышим, в начале Шри Чайтанья Чаритамрити есть описание, как Махапрабху явился. Естественно, помимо этого мы слышали, что она является супругой Адвайта Ачарьи, что она мать прекрасных детей, самые преданные дети Шри Чайтанья Махапрабху, это Ачютананда Прабху, Гопал Прабху, который более описан в читании Бхагавати. И также описано, как Сита Деви, после того, как Махапрабху явился, отправилась туда, прекрасное описание читания Чаритамрити, на паланкине с многочисленными дарами. Там описаны дары. В том числе очень интересно, что там описана одна подвеска, которая была сделана из когтей тигра. Эти подвески, они использовались в Индии, как бы здесь в Азии, как обереги от злых духов и так далее. Но на самом деле перечисляется, что она подарила Махапрабху. И тогда она также назвала маленького Махапрабху Нимай. Это имя пришло именно от Ситы Тхакурани. И позже она упоминается, но не упоминается в деталях. Поэтому мы памятуем как бы о тех лилах, которые нам явлены были нашими ачарьями, нашими гуру-варги, в связи с Ситой Тхакурани. Поэтому в этот день особо как бы праздника, то есть как бы пира, каких-то церемоний мы не проводим, мы просто проводим день памятования великой личности Ситы Тхакурани, а также все, что связано как бы автоматически, если мы говорим о Сите Тхакурани, мы автоматически вспоминаем Адвайта Ачарьи. Как только мы вспоминаем об Адвайта Ачарьи, автоматически мы вспоминаем о Господе Чайтанье, Господе Нитянанде, Шривасе, Гададхаре и всех паршадах Шри Чайтаньи Махапрабху и Нитянанды Прабху, включая Вриндаван Дас Тхакура, включая, ну это можно сказать, бесконечный совершенный процесс, поэтому сегодня такой день памятования вайшнавов.
Сейчас Махарадж расскажет, как в Матхе проводили Лалиты Саптами и Радхаштами. Махарадж ведут Лалиты Саптами и Радхаштами. Also, Maharaj, we don't know the actual dates of appearance and disappearance of many of the stalwart Vaishnavas. Probably if we knew the date, they would also be remembered on their particular appearance or disappearance days. И на самом деле хотелось бы заметить, Махарадж говорит, что существует очень много вечных спутников, паршадов Шри Чайтаньи Махапрабху, Нитьянанды, великих вайшнавов, которые не включены в наш календарь только по одной простой причине, потому что мы просто не знаем, были потеряны даты их явления или потеряны даты их ухода. And there are some dates in the ISKCON calendar, because, as you know, you and I, many of us were coming from ISKCON, which are not mentioned in our calendar. And Gurudev said, actually it's not known, but some say this, some say that, about those that are in the ISKCON calendar. Мы также знаем, что существует календарь ИСККОНа, и поскольку ты, Махарадж, и мы пришли из этой организации, мы знаем, что некоторые даты, некоторые личности, которые упомянуты в календаре ИСККОНа, в нашем календаре не упомянуты. На то, что Гурудев говорил, что когда его спрашивали, а почему мы не отмечаем этот день, является ли этот день уходом или приходом этого вайшнава, Гурудев говорил, что многие люди имеют разное мнение, многие говорят одно, многие говорят другое. Так или иначе, мы следуем тому календарю, который мы получили от наших духовных учителей. And actually in Chaitanya Charitamrita we don't see any like happy birthday festivals for any of the birthdays. Oh, Mahaprabhu is invited to the birthday festival of such and such a person. We don't see any of that. И на самом деле, если мы внимательно будем читать Чайтанья Чаритамриту, мы заметим, что там нигде не справляются дни рождения никого. То есть там нету такого, что о, Махапрабху пригласили на день рождения такого-то вайшнава. And we see from Guru Maharaj, from Srila Gurudev, from Aranya Maharaj, from different devotees that actually they could not readily tell when was my birthday. They have to go to their relatives to get the history from their parents. When was their birthday? И как некоторые из наших преданных в Индии, когда их спрашивали, когда они родились, они на самом деле не помнили, не знали точной даты их рождения. То есть они не уделяли этому большого внимания. И когда нужно для каких-то документов было понять, когда же у них был день рождения, они должны были отправляться в деревню и каким-то образом дедуктивно выяснить, когда же они все-таки родились. And about the installation of deities, Maharaj, also, then, yes, in India, they would celebrate each year for the installation of the deities in Dum Dum Park, in Koikali, etc., the different places. But Gurudev said, this was never done before. The deity is there, then considered that he's eternally there. But for the satisfaction of the devotees, we have started to do this. И мы можем также упомянуть дни установления божеств. Например, в поздние времена в нашем Матхе мы начали отмечать дни установления божеств в Койкали, день установления божеств в Дамдам-парке. Но в действительности этого раньше не происходило. Во времена Гуру Махараджа такого тоже не происходило. Исторически этого также не происходило. Но, Гурудев говорил, для удовлетворения публики, а также для удовлетворения младшей группы преданных, мы делаем эти фестивали, хотя в этом нет необходимости. And a good excuse for sadhu sangha for as many as possible. Но, с одной стороны, есть одна позитивный аспект этих фестивалей. Это хорошая причина для саду-санги. So, Maharaj, today, Sita Thakurani's appearance is not a festival day as such, but a remembrance day of her. И сегодня, несмотря на то, что есть день явления Ситы Тхакурани, это не совсем фестивальный день, тем не менее, это день, когда мы памятуем о ней. And Lalita Saptami, that day, Gurudev would come to the temple, to the Nat Mandir, whether in Dum Dum Park, whether in Navadip, but that day would be some bhajan, some harikatha, and prasadam, some extra prasadam. На день явления Лалиты Саптами, Гурудев приходил со своей веранды в Нат Мандир, Шри Чайтанья Сарасвати Матха в Навадвипе, и там происходила харикатха. После этого все принимали праздничный прасад. And pretty much throughout the day, the devotees coming on his veranda, Gurudev will be very Lalita conscious, if you like. И после этого Гурудев возвращался на свою веранду, и находясь там, как вы знаете,
к нему постоянно приходили преданные, а также сидели преданные в его личного окружения. И Гурудев постоянно целый день говорил о качествах Лалиты, то есть он находился в определенном сознании Лалиты Деви в этот день. And the topics of conversation would invariably come back to Lalita during that day. О чем бы Гурудев ни говорил в этот день, явление Лалиты, все это возвращалось к прославлению качеств Лалиты Деви. And I can say, I really can say, like first hand, Gurudev had, whether we can allow to say greatest, maybe I can say greatest appreciation for Lalita Devi. Я хочу отметить, что Гурудев очень сильно оценил Лалиту Деви, ее качество. His talking about her, his manner, his everything, Lalita is like supreme. Когда Гурудев говорил о Лалите, описывал ее качество, казалось, что он считает ее высочайшим слугой. Yes, we know others are supreme. We don't have to enter that. But by heart we saw how Gurudev gave some very special position to Lalita. Несмотря на то, что мы знаем, да, безусловно, есть более высокий слуга Господа, мы не будем сейчас об этом говорить, но Гурудев подчеркивал высочайшую квалификацию Лалиты Деви. And again about Lalita, I think that we do not know what time she appeared. It's not recorded anywhere. So there's no specific time that we'll fast until her appearance time, because it's not known. И поскольку мы толком не знаем конкретно, во сколько Лалита Деви явилась, поэтому в этот день у нас нету поста. However, on Radhastami, then it's understood that she did appear at noon time. Но в то время в Радхаштами мы знаем, что Радхарани, она явилась в полдень, поэтому мы постимся до полудня. And we know that she also appeared very mystically. Мы также знаем, что она явилась очень мистическим образом. Floating on a lotus down the Jamuna. Она была найдена на цветке лотоса, который плыл вниз по реке. All inconceivable things. Все это невероятные вещи, невероятные истории. Aprakrita, looking like mundane but completely opposite. How do you looking like mundane? Well, baby. Махарадж подчеркнул, что несмотря на то, что это может выглядеть как будто какие-то человеческие игры, человеческие формы, тем не менее ничего общего с этим материальным миром это не имеет. На что я сказал, что я не слышал, что в нашем обычном мире кто-либо нашел ребенка, который бы плыл в цветке лотоса по Ямуне. So on Radhastami, we do fast. We fast until noon on Radhastami. На Радхаштами мы постимся до обеда. And some program in the morning. In Navadip, the program would usually start, you can say 11 o'clock, little while to chant 2 or 3 songs, perhaps some Hari Kirtan, then the Bogar offering, the noon arati, then prasadam, feast. На Адипе обычно в 11 часов утра начинались баджаны, потом предложение боги божествам, и потом пир. And Maharaj, I can mention in Vrindavan, I was surprised because I'd not been in Vrindavan for this season, this time of year, until, 2012, I suppose. And then I was surprised at that time that I saw that Janmashtami was not such a big celebration. Yes, they had fireworks and everything in the night, but Radhastami was quite lively and noisy. The bigger festival throughout the day, evening, it was lots of activity. И раньше я не так часто бывал в Вриндаване, но когда я приехал во Вриндаван и провел там какое-то время, я застал праздник Джанмаштами и праздник Радхаштами во Вриндаване. И меня удивило то, что Джанмаштами на самом деле был меньший праздник по сравнению с Радхаштами. В Радхаштами во Вриндаване отмечали на очень широкую ногу. But Navadip is our home. Navadip, Guru Maharaj and Gurudev have given us our standard for following these particular festival days. Тем не менее, мы следуем стандартам Гурудева, стандартам Гуру Махараджа, поскольку Навадвип — это наш дом. And we are very fortunate to have been with
with Guru Maharaj? Was I on this day with Guru Maharaj? I was probably, but I don't. Махарадж сейчас вспоминает, был ли он в этот день с Гуру Махараджем. Я сказал, что вполне возможно, что он был с Гуру Махараджем. Actually, I probably was, but Janmashtami, I was in Bangalore that particular year. And then you came back for Radhashtami. I can't remember exactly what Radhashtami. I don't want to say if I was. Так или иначе, Махарадж не может вспомнить конкретно, был ли он с Гуру Махараджем на Радхаштами, но точно он знает, что на Джанмаштами его с Гуру Махараджем не было, он в это время был в Бангалоре. There we did a public program with the devotees. Мы там проводили публичную программу с преданными. And actually there we did a public program, that was Janmashtami, with a buffalo cart made by our inventor devotee, Krishnananda Prabhu, if you ever knew him. И тогда на этой программе, what you were doing with that buffalo cart? Went through the buffalo goes through the town and doing and like advertising for the program. И один из преданных, Кришнананда, он сделал такую буйволиную повозку, и они проехали на этой буйволиной повозке через Бангалор, распространяя приглашение на эту программу. And as an example of devotion, I mean, he made that buffalo cart, he designed it, he did everything about it from scratch. He designed the whole thing, he's an inventor, so he made very nicely, presentably, not a regular buffalo cart. Я хочу еще раз отметить, что эта повозка была сделана с большой преданностью со стороны этого преданного Кришнананды Прабху. И он начал как бы с чертежей, он сам сделал дизайн этой повозки и построил эту повозку. How much heart the devotees have to do something. Иногда удивительно замечать, насколько преданные они отдают свое сердце, когда они хотят сделать какое-то служение. So I know I wasn't there for Janmashtami. I may have been for Lalitastami and Radhastami in Navadip. Those days in Navadip were much quieter, so I honestly can't pinpoint those exact days. И да, вполне возможно, что я был в Навадвипе с Гуру Махараджем в эти дни, но я хочу заметить, что в нашей матке эти дни были довольно спокойными по сравнению с другими фестивалями, как Джанмаштами. And of course, 1988, Guru Maharaj, he passed away on the 12th of August. So that year I would not be with Guru Maharaj as such. He passed away on the 12th of August. В 1988 году, естественно, что мы знаем, что Гуру Махарадж ушел 12 августа 1988 года, поэтому в тот год Гуру Махарадж не присутствовал. And this year, because the lunar calendar a little bit changes every year, but this year already some time ago it feels that we celebrated Srila Guru Maharaj, or had the festival for Srila Guru Maharaj's disappearance. И поскольку лунный календарь он постоянно смещается, такое впечатление, что прошло довольно много времени уже с момента, когда мы отмечали день ухода Шрила Гуру Махараджа. But many times with Gurudev we've been in Navadip and in Dum Park. Но я провел очень много подобных этих фестивалей со Шрилой Гурудевом в Навадвипе и в Дам-парке. Dum Park means our main temple in Calcutta. Sanctuary. Sanctuary. Is that what you said? Sanctuary. Sanctuary, sanctuary. Hare Krishna. Махарадж, есть ли еще какие-то вопросы? А какие темы, которые мы можем обсудить? Какие блюда обычно готовят на Лалита Саптами и на Радхаштами? Are there any special preparations devotees can make for Lalita Saptami or Radhashtami? Maharaj, I cannot comment. Make something nice. Махарадж не знает, он не может прокомментировать на эту тему, но сделай что-нибудь вкусное. They're of the cowherd family section, the cowherder section, they love things made with milk, butter, cheese, Мы yogurt. знаем, поскольку они принадлежат
группе пастухов, как бы готри пастухов, поэтому все, что сделано из молока, принесет им большое удовлетворение. Много молочных каких-то приготовлений можно сделать. But how can we cook for Radharani? She is the cook for Krishna, given the benediction by Durvasa Muni. Whoever takes her foodstuff will have a long life. Но мы знаем, на самом деле, как мы можем готовить для Радхарани. Она является высочайшим поваром. В свое время Дурваса Муни дал ей благословение, сказав, что те, кто будут принимать пищу, приготовленную Радхарани, получат очень длинную жизнь. And in the Leela, this is how Jashoda brought Radharani to cook for Krishna, so that not improper for Radharani to come to the same place as Krishna. She's coming to cook for him because of that benediction. И поскольку, естественно, все это было сделано для Лилы, поскольку Дурваса Муни дал такое благословение, то, естественно, когда Яшода услышала об этом, она сразу же захотела, чтобы Радхарани готовила для Кришны. Таким образом, их встреча была, как говорится, легальной. And so many demons in so many different forms coming around Vrindavan. Mother Yashoda, she wants to do everything possible to make sure Krishna will be safe and have a long life. Плюс много демонов приходило, много проблем. В Вриндаван, после того, как Кришна пришел, Камса он посылал различных наемных убийц в формах демонов. Мать Яшода, она была очень заинтересована в том, чтобы Кришна всегда был защищен, и у него была очень долгая жизнь. Yoga Maya knows how to arrange everything perfectly. Йога Майя, Пурнамаси, она занимается тем, что организовывает Кришна Лилу в совершенстве. Proper etiquette, proper appearance to the Правильный public. этикет, как правильно как бы явиться на публике, чтобы все было хорошо. Тютелька в тютельку, как говорится. Этим занимается Йога Майя. This way Radharani seeing Krishna under the pretext of cooking and cooking. And Krishna seeing Radharani. Таким образом, Йога Майя организовала так, что Кришна и Радхарани встречаются, поскольку у Радхарани есть хорошие причины на это, приготовить что-то для Кришны, чтобы у него была долгая жизнь. Поэтому ни у кого никаких вопросов никогда не возникало. And Lalita making arrangements for their meeting. Other more grown-up meetings maybe. Confidential Но meetings. стоит заметить, что позже, когда они подросли, Лалита Деви, она отвечала за приготовление вот этих встреч. Она как бы была определенным менеджером этих встреч Кришны и Радхарани. And Lalita is recruiting. She's looking for good servitors who can do this service, do that service. She's looking for good, innocent, newcomer, as it were, servitors. She's recruiting. А также Лалита Деви, одно из ее очень важных служений, из бесконечного количества списка как бы, служений Лалиты, это то находить преданных, новых преданных, которые могли бы служить божественной чете. Она постоянно ищет кого-то, кто мог бы заняться этим служением. Но эти личности должны быть очень квалифицированные. And the safest way to approach these pastimes is by hearing or reading the transcripts of Guru Maharaj and Gurudev's talks about Lalita Devi and about Radharani. И в нашей ситуации, для того, чтобы быть в довольно безопасной зоне, когда мы говорим об этих очень высоких, интимных играх и славе Шримати Радхарани, идеально обратиться к источникам как бы, беседы Гуру Махараджа, книги Гуру Махараджа, книги Гурудева и беседы Шрила Гурудева, то, что они говорили нам. And certainly on Hare.Krishna.ru there will be the audio with the translation, the transcripts with the translation. Наверняка на веб-сайте hare.krishna.ru будет все как бы, с переводами, переведенное, транскрибированное, поэтому можете услышать, почитать об этом из этих источников. Very happy days, Maharaj. This is Это счастливые дни, очень the month-long festival of Hari's Smaran, part of this В festival. нашем матхе этот месяц называется месяц фестивалей Хари Смаран. And more days are coming up. А также у нас другие дни, очень знаменательные дни. Это будет Ваманадев, Бхактивинода Тхакур,
Jiva Goswami, Haridas Thakur. Right, Vamanadev's appearance, Jiva Goswami's appearance, Srila Bhaktivinoda Thakur's appearance. Явление Бхактивинода Такура, Дживы Госвами, Ваманадева, Вишваруп Махамсу. And Haridas Thakur's disappearance. Уход Сарасвати Такура. Харидас такой. So Maharaj, about Vamanadev, Jiva Goswami, Bhaktivinoda Thakur, next week На следующей неделе мы можем поговорить об этих днях. we can mention a little about these. And for now, we're very happy to be in the midst of these special days, and may we with a clean heart hear the glories of these three, externally ladies, these three spiritual, purest of the pure ladies. И мы попытаемся с чистым сердцем услышать о славе этих трансцендентных женщин. And with great care, that's why carefully we have to hear of these matters, because here all of us, I think, in the room, we're all men. We have many egos, so naturally some male perspective is going to come in if we are not very careful. Но мы должны быть очень осторожными в слушании, а также в описании славы этих трансцендентных женщин. Ситы Деви, Лалиты Деви, Шримати Радхарани. Hare Krishna. Махарадж, есть ли еще какие-то вопросы или какие-то темы? Ну, вот как раз вот в продолжение в Шримад Бхагаватам говорится, что не упоминается имя Шримати Радхарани. То есть Шукадева Госвами он не употреблял ее имя. И как вот быть нам, мы же, то есть как нам правильно прославить, чтобы это было с осторожностью и вот. Well, taking into consideration that Srila Shukadeva Goswami did not even mention openly the name of Shrimati Radharani in Srimad Bhagavatam, how shall we approach that? How can we glorify Shrimati Radharani in a safe way? Maharaj, we are in the family, in this present time, we are at the time where we are in the family of Sri Chaitanya Mahaprabhu. This is the era of Mahaprabhu, not of Radha Krishna. Махарадж, мы сейчас находимся в эре, в периоде Махапрабху, а не Радхи Кришны. And Mahaprabhu essentially made Radha Krishna consciousness freely available. Таким образом, Махапрабху явил то, что было спрятано, то, что было величайшим секретом до его прихода. Он явил нам славу Радхи Кришны. Somehow or other, we have the opportunity to know clearly who is being referred to in Srimad Bhagavatam, being named specifically. Also Shukadeva Goswami did not take the name of Lalita in the whole of Srimad Bhagavatam. Так или иначе, по милости Шри Чайтанья Махапрабху, мы знаем, о ком идет речь в Шримад Бхагаватам. Мы знаем имена и славу, и качество этих личностей. А также мы должны заметить, что Шукадев Госвами не упомянул имя Лалиты в Шримад Бхагаватам. So we are to hear about these topic matters, these personalities, highest personalities, in the line of Chaitanya Mahaprabhu. Поэтому, будучи в линии и следуя линии и идеалам, которые дал нам Шри Чайтанья Махапрабху, мы слышим об этих личностях, мы прославляем их, следуя лотосным стопам Шри Чайтанья Махапрабху. And you see, Narottam Das Thakur specifically mentions specifically in the songs. И мы можем заметить, что такие люди, как Шрила Наротам Дас Такур, Шрила Бхактивинод Такур, они специально упоминают имена Шримати Радхарани в своих песнях. And they've given these songs for us. They've not given them for only a closed circle. И они дали нам эти песни, они не дали какому-то очень узкому кругу людей. Эти песни были для широкого распространения. So we take her name, we take their names very carefully, following the mood and the distribution of Narottam Das Thakur, Bhaktivinoda Thakur, and of course our direct Guru Maharaj and Gurudevs.
Поэтому, следуя их настроению распространения славы этих личностей и следуя наставлениям Шрила Гуру Махараджа и Шрила Гуру Дева, мы будем следовать их лотосным стопам. And also, depending in our audience, Maharaj, if we're giving a public talk and people are coming for the first time, they're doing yoga, meditation, they're Buddhist, whatever they claim they are, then we will try to assess the audience and not immediately say the names of Radha, names of Lalita, such things. Иногда, когда мы проводим какие-то программы, в которых присутствуют люди, которые пришли, может быть, на йогу, или там какие-то буддисты и так далее, мы должны сначала посмотреть на аудиторию, понять, насколько квалифицированные люди, которые сидят перед нами. И только тогда мы можем принять решение, будем ли мы упоминать эти великие божественные личности, их имена и качества или нет. And we will sing the bhajans which we understand are traditionally sung at Chaitanya Saraswati Math, and not sing bhajans which are not. Like there are some like Radha-centered songs which we do not sing, period. А также мы будем следовать Шри Чайтанья Сарасвати Матху и петь именно те баджаны, которые пели Шри Чайтанья Сарасвати Матхе. Безусловно, есть много песен, которые посвящены Шримати Радхарани, но мы будем следовать именно тем, которые были санкционированы нашей Гуру Варгой. And I have been there in Vrindavan, when this is before we had a temple, but we were in Vrindavan staying in Modi Bhavan, staying in a dharmshala. But in the evening program, one of the Bengalis started to sing one of these Radha kirtans, which we do not normally sing in the temple. И мы однажды остановились в Дharmashale во Вриндаване, и мы услышали киртаны, которые были посвящены Радхе и Кришне, но эти киртаны мы обычно не поем в храме. And Gurudev came through, he came in, because he's just nearby and he's hearing. And he said, we are not to sing these songs, we are to sing what we sing in Navadip Chaitanya Saraswati Math. И тогда, видя то, что мы слышим их, и у нас, может быть, какие-то вопросы появились на лице, и Шрила Гурудев, он спустился и сказал, я понимаю, что вы сейчас слышите эти песни, тем не менее, это песни, которые мы не поем. Мы поем только те песни, которые поет Шри Чайтанья Сарасвати Матха. And that Bengali devotee was not young also, he was a mature devotee, you could say. One who was singing. И тот преданный, бенгальский преданный, который пел эти баджаны, он на самом деле был довольно старым преданным. And he said to Gurudev, oh Gurudev, we thought we can sing this because we're here in Vrindavan. И тот преданный тогда ответил Гурудеву, Гурудев, я подумал, поскольку мы в Вриндаване, мы можем петь эти баджаны. The place of Radharani. Это место Радхарани, я подумал, что это вполне уместно. And Gurudev Govinda Maharaj honestly was furious, not just angry, he was furious. Но когда Гурудев услышал это, он пришел в страшный гнев. Made it very clear to everybody there, not just to him, how we must stay within the guidelines given by Guru Maharaj. Это немедленно он поправил всех и объяснил еще раз, что мы должны следовать в линии Шрилы Гуру Махараджа и ни в коем случае не отклоняться. Я слышал одну историю от Шридашава Прабху, который очень любил ее рассказывать. Они однажды были со Шрилой Гурудевой во Вриндаване. И как вы знаете, если вы поедете во Вриндаван, вы увидите, что стены, любая поверхность здания, поверхность стены для дороги, на них написаны имена Шри Радхи. И все рикши, все обитатели Вриндавана всегда говорят Радхи, Радхи. Мы все это знаем, мы все это слышим. Однажды Шридашава Прабху стоял с Гурудевом, они пытались поймать рикшу. И рикши проезжали, они всем говорили Радхи, Радхи. Тогда Шридашава Прабху сказал Гурудеву, как прекрасно это место. Здесь все воспевают святые имена Радхарани. И святые имена Радхарани, они нарисованы на стенах, практически на каждой поверхности. И когда я сказал, Шридашава Прабху сказал, когда я сказал это, Гурудев ничего не ответил, он просто посмотрел на меня испепеляющим взглядом. И никаких комментариев не сделал. И тут я понял, что я сказал что-то не то, сказал Шридашава Прабху.
И когда прошло какое-то время, Гурдев немножко как бы расслабился в своем сердце, он сказал: Гуру Махарадж стеснялся произносить имя Шримати Радхарани. О чем ты говоришь? И какая концепция у этих людей, которые повторяют ее имена в суе, как говорится. Так что Шудашава Прабху, Вайшнав Махарадж очень легко рассказывает эту историю. Харе Кришна. Харе Кришна. Да, Махарадж, Ришикеш Махарадж. А какие вот, ну, основные баджаны вот поют в эти праздники? С Лалита Саптами, Радхаштами? Maharaj, I have to look in the songbook and just go through them, but not to sing anything different than we normally sing, but choose some which are naturally going to have Radha Krishna there. Jaya Radhe, Jaya Krishna, Jaya Vrindavan, given by Krishna Das Kaviraj Goswami himself. Lalitash, oh, on for Lalita's day, yes. Лалиташтака. Вы можете спеть на день явления Лалита Аштакам, а также баджан Кришнанского Раджа Госвами, Джая Радхи, Джая Кришна, Джая Вриндаван. Maharaj, you look and see, and just choose something appropriate. Просто посмотреть песни и выбрать несколько песен, которые посвящены Вриндавану, в которых упомянуты имена Радхи и Кришны. Ну, Для Лалиты у нас есть конкретная как бы композиция. Ну, то, что в наших песенках, мы все можем петь, да, все в наших песенках, мы все эти песни поем. Да, на Радхаштаме, на особый день, обычно мы не поем эти песни, но именно вот в этот день Радхаштаме, те песни, которые посвящены Шримати Радхарани, мы можем петь все эти песни. Ну, в правильном сознании, то есть, как бы, прежде чем начинают петь эти песни, ты, Махарадж, можешь объяснить, каково должно быть их настроение во время пения этих песен. And Maharaj, you can chant in praise of Gauranga Mahaprabhu too. He is Radha Krishna. Также не забудьте прославить Шри Чайтанья Махапрабху, поскольку он сам Радха и Кришна. И именно по его милости к нам пришло божественное знание, откровение о том, кто такие Шримати Радхарани, кто такая Лалита, кто такой Кришна. До этого это все было спрятано. You can read from Loving Search for the Lost Servant how Guru Maharaj is explaining the Mahamantra. Можете почитать из книги «Любовный поиск потерянного слуги», где Гуру Махарадж объясняет Махамантру, значение Махамантры. And this is the Mahamantra that we've received from Guru Maharaj to the present day. Это именно та Махамантра, которую мы получили от Гуру Махараджа. Very Radha Krishna conscious. И это объяснение Махамантры, оно находится в полном сознании Радхи и Кришны. So you have a very high song you can sing. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, У нас Hare есть Hare. очень высокая, глубокая песня, и это Харе Кришна Махамантра. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Махарадж, есть ли еще какие-то вопросы? Харе Кришна. Наши есть вопросы? Махарадж, а как можно нам понимать такое вот выражение, что не поминайте святые имена в суе? Ну вот о чем вы сейчас говорили, да, что он говорит, ну нельзя такие вещи говорить в суе. То есть как мы это можем понять? How not to utter the holy name? I think it's Namabas. Namabas, when we're just saying, oh, Krishna, 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 without really meaning that. Remind ourselves when we're saying Krishna, 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 I should really be calling Krishna. Мы просто должны напоминать себе, что когда мы воспеваем святые имена Господа, будет имена Кришны или Радхарани, что мы действительно в сердце обращаемся к ним, а не просто повторяем эти имена, как говорится, в суе опять-таки. But really we are advised, we want that to be going on in our mind, even in our dreams, even in our waking, sleeping, eating time. The Mahamantra will be with us.
Тем не менее, основной совет, который дается нам, мы хотели бы, чтобы Махамантра постоянно звучал у нас в сердце, независимо от того, чем мы занимаемся, бодрствуем мы или спим. So we should not think, oh, I'm not always remembering Krishna properly. I'm not going to chant. That is not going to be helpful. Также наше сознание должно быть, о, я не могу с правильным сознанием произносить имена Кришны, поэтому я не буду воспевать. Это тоже нам не поможет. We will chant, we'll try to chant constantly, and then when we are chanting inattentively, we try to recognize and bring ourselves back. Безусловно, мы будем пытаться, и мы не достигнем совершенства сразу, но тем не менее в наших попытках через какое-то время мы начнем замечать, о, вот сейчас я делаю это в суе, или я недостаточно внимательно воспеваю святые имена Господа. Как только мы начнем это замечать, то мы попытаемся исправиться. And really, sometimes our view of where we are and what's happening changes dramatically within a moment when we do pull ourselves back and say, oh, Krishna, Krishna, Krishna. И иногда наступают моменты, когда мы вдруг находимся в таком состоянии сознания, совершенно внезапно, когда мы действительно чувствуем, что мы от всего сердца молитвенно взываем Господу. It's very easy to say Govinda, 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 Govinda. But while saying Govinda, 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 then also we are hopefully now and again drawing ourselves back. Yes, Govinda, Govinda, Govinda. Махарадж говорит, что очень легко сказать Говинда, 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 Говинда. На самом деле не так легко, попробуйте. Тем не менее, если постоянно говорить о Говинде, постоянно упоминать его имя, в какой-то момент оно полностью проявится, и мы поймем, о, Говинда, Говинда, вот кого мы имеем в виду, настоящего Говинда. Однажды Шрила Гурудеву задали этот вопрос, что нам делать? Реально, что мы повторяем святые имена Господа, мы совершаем оскорбление. В лучшем случае это нам абхаз, тень святого имени. То есть нам приходит какой-то результат, но этот результат он не является каким-то, не имеет какого-то сильного эффекта. На что Шрила Гурудев ответил, приведя опять-таки пример из Писания, он сказал, что Харинам, он настолько милостлив, что именно по милости Харинама, если мы будем повторять святое имя Господа, даже несовершенно, он избавит нас от оскорблений. И именно Харинам даст нам вкус. Насколько это прекрасно, насколько это удивительно. Таким был ответ Шрилы Гурудева. Именно по милости Харинама, поскольку Харинам не принимает оскорбления, это очень милостлив. Милостливая форма Господа, особенно Махапрабху дал ее. То есть, на самом деле, она пронизана вот этой милостью. Она избавит нас от оскорблений и даст нам шанс и силы, и сознание воспевать святые имена Господа в чистейшей форме. Harinam can remove all the offenses. And regularly read about the glories of the holy name. И постарайтесь регулярно читать о славе святого имени. This helps us aspire more and more to chant properly, with attention, without offense. Это будет вдохновлять нас воспевать святые имена Господа внимательно и без оскорблений. And as you are already doing, keeping good association, engaging in Harinam Sankirtan, engaging in Seva. А также поддерживайте хорошее общение, благоприятное общение, занимайте себя в севе, занимайте себя в Харинам Санкиртане. Я думаю, что вы этим уже занимаетесь. Харе Кришна. Харе Кришна. Махарадж. No, we like you to contribute, Maharaj. Скажи что-нибудь. Ну, я даже I не am знаю. here. Paramananda will translate at the same time. Я буду переводить Махараджа одновременно. Я даже не знаю, что сказать. Вот мы сейчас радуемся, что Авадут Махарадж наконец-то доехал до России, в Москве. Я сегодня с ним так немного пообщался. Вот, поэтому вот у нас такой праздник. Но не знаем, приедет ли он к нам. Вот, различные обстоятельства. Одни способствуют, другие препятствуют. Но так или иначе, мы надеемся, но все на все воля Господа.
Вот, так или иначе, ну что мы продолжаем свое служение, вот, занимаемся поклонением, соответственно, ингредиентами для поклонения, огороды, цветы, фрукты, овощи выращиваем. Вот. Корову мы решили по совету Мадхусудана Махараджа не заниматься этим, потому что тем более у нас Рамбадра занимается уже коровами, поэтому решили, что он будет заниматься дальше, а мы будем как бы приобретать молоко у окружающих жителей, и, соответственно, как говорил Махарадж, все будут задействованы еще, так сказать, возрастет поле для проповеди. Вот, так что вот такие у нас новости. Махарадж, шикарные новости. На самом деле, да, все очень рады, что Авадут Махарадж в конце концов как бы приехал, потому что все ждали. Как бы армии нужен генерал. Да. Если нету генерала, как бы армия замирает и не знает, в каком направлении двигаться. Поэтому, и как мы знаем, сейчас ситуация очень сложная, и у Махараджа очень много, как бы, как сказать, Кришна дал ему определенные проблемы, чтобы он еще глубже мог памятовать о лотосных стопах Господа. Как мы опять-таки вспоминаем царицу Кунти, чем больше проблем, чем больше памятования. Поэтому то, что мы можем сейчас сделать, это как бы оказать поддержку Махараджу, поддержку не только как бы физические какие-то или там финансовые, имеется в виду просто молиться и дать ему поддержку нашего сердца. Поскольку если все преданные в своем сердце пожелают Махараджу успеха, потому что реально сейчас у нас есть кое-какие проблемы, которые нужно как-то разрешить, то вне всяких сомнений Гурудев, Кришна, Шримати Радхарани, Лалита, они дадут свою милость. Поскольку чем занимается Кришна? Кришна исполняет желания своих преданных. Вы можете сказать, что мы не преданные. На это я могу сказать, что далеко не так. Насколько преданные, другой вопрос. Но каждый из вас является преданным. Поэтому если вы в сердце пожелаете, чтобы Махарадж был успешен в своей проповеднической деятельности, как лидер нашей миссии, то он будет успешен. В этом сомнений нет. Кришна исполнит ваши желания. Опять-таки, в этом нет сомнений. И сам Кришна говорит об этом. И даже не сам Кришна, он просит Арджуну. Кришна сказал, мне вряд ли поверят, потому что у меня как бы такая история, я кое-кого обманывал периодически. Но ты, Арджун, ты скажи, что я никого не обману, и как бы мой преданный никогда не пропадет. И тогда Арджуна сказал, да, я обязательно это сделаю. Поскольку Арджуна был известен как очень честный как бы человек, и ему поверили. Поэтому Господь нас защитит и пропадет. Какой план у Господа, как говорится, только Господу известно и Его чистому преданному. И, как сказал Гуру Махарадж, все, что не происходит вокруг нас, это для нашего блага, для нашего абсолютного блага. Если мы все это будем видеть в позитиве, то все прекрасно. Махарадж там, Ришикеш Махарадж на месте, Вайшнавы сивачат, божества принимают служение, смотрят на всех, улыбаются. Поэтому все прекрасно. А мы принимаем просад. Еще потом у нас новость такая радостная, преданные в Сочи приобрели участок земли. Там несколько преданных, они сложились, купили там 50 соток земли, 8 человек. До этого было 7 человек, один маленький участок оставался, 4,5 сотки. И вот наши преданные Махапрабху, Аниндита, там они наскребли какие-то небольшие деньги и, в общем, купили оставшийся участок, там будет у нас тоже, планируем, что там будет храм, поселение, так что, как Мадхусудан Махарадж приедет, и, может, тоже Парамананда приедете, может, посетим это место, вот, где планируется поклонение организоваться какое-то. И также в самом Сочи, там наши преданные, они хотят сделать какой-то проповеднический центр, такой чисто вот именно проповеднический, именно в центре Сочи. Вот, посмотрим, что будет получаться. Вот такие вот еще новости. Это вот сейчас только что разговаривал с ребятами из Сочи. Excellent news. We're so happy to hear it. This is positive and progressive. And I know Gurudev will be very pleased. Прекрасные новости. Я уверен, что Гурудеву сейчас была большая улыбка на лице. Он был бы очень доволен слышать эти новости. Это очень прогрессивно и позитивно. Я хочу от себя добавить, если мы хотим
узнать, что бы действительно думал Гурудев, или что бы сказал Гурудев по поводу чего бы то ни было, я всегда обращаюсь к Мадхусудану Махараджу. И то, что приходит от него, я на 100%, на 108% уверен, это приходит от Гурудева. Поэтому, если он сказал, что Гурудев будет доволен, в этом сомнений никаких нет. Maharaj, please convey to them my support and encouragement and my obeisances, of course. Пожалуйста, передай мою полную поддержку, я хотел бы вдохновить всех преданных и мои поклоны этим преданным. То есть Махарадж очень счастлив услышать об этом проекте. И как говорится, если не будет на то воли Господа, мне как бы посчастливится увидеть и абхазские храмы, и сочинские храмы. Мы ждем с нетерпением, когда пройдут эти сложные времена, и Махарадж сможет снова приехать. И вы тоже, Парамананда Прабху, тоже вас ждем. Вот обязательно приезжайте. Махарадж настолько прославляет абхазский храм, что для меня это как попасть как минимум на Вайкунху теперь. Харе Кришна. They're waiting when we will come and visit them. And they said that Maharaj said so many wonderful things about Abkhazia. For me, it's like going to Vaikuntha. And that's like a minimal level I can give to Abkhazian temple. I'm a very good advert for your ashram, Maharaj. Maharaj сделал очень хорошую рекламу абхазскому храму. Because I feel it in my heart. Почему? Потому что это исходит из его сердца. Поэтому счастливо рассказывает о славе абхазского храма всем. Джай Шри Гурудев. You did. You see, you had something very important to say. You're thinking, oh, I don't know what to say. Несмотря на то, что ты сказал, что я не знаю даже, что и сказать, тем не менее, ты сейчас сказал нечто очень и очень важное, которое удовлетворит всю нашу Гуру-варгу, что Гурудева, Махарадж очень счастлив. И да и все преданные, я счастлив. Кто бы не услышал об этом, все будут счастливы. And it's a good gift for these days. Yes, and good time, a good thing. На самом деле, это хорошее подношение, как бы, принимая во внимание, что такие дни, как бы, Лалита Деви явления, Шримати Радхарани явления, новости, они удивительные. Да, мы долго очень ждали, потому что они там все не решали, покупать, не покупать, там делили как-то там, не разделили. И потом сегодня вот мне написали такую вот радость, я прям думаю, ну, конец, ребята, потому что они там в центре. This is worthy of a festival. На это, то есть, как говорит Махарадж, нужно это праздновать. Харе Кришна. Так что вот, пожалуйста, вам еще один повод для фестиваля. Да, вот Аниндита как раз, который участвовал в этом проекте, напишет тоже поклоны всем вам. И ждут всех. Jai. My remembrance of her, my dandavat, of course. So Maharaj, now you are able to go to Sochi and to return to Abkhazia easily, correct? Это так, Махарадж? Сейчас ты можешь свободно передвигаться между Абхазией и Сочи. Ну, теоретически могу, но пока не передвигаемся. Пока здесь находится очень много здесь служения, больше в онлайне сейчас. Okay. All right, so Maharaj and all the assembled devotees in Abkhazia, and I see you always have these two other phones here, so I'm not sure where else the little broadcast is going, but really to all the Ruski-speaking Bhakta Vrinda, a big key jai that you are continuing. It takes and try to do that to broadcast, to share to others. И Махарадж хотел бы поблагодарить всех, а также предложить свои поклоны всем абхазским преданным, а также, поскольку он постоянно видит два телефона, то и всем слушателям, которые находятся в этих телефонах в разных частях России. And Maharaj happily with you each week, giving our joys to our masters, Srila Gurudev, Srila Guru Maharaj, Srila Prabhupada, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, all
Ki Jai. Jai. And of course the whole Rupa Nuga Guru Bhava Ki Jai. Jai. Srila Abhadut Maharaj and his auspicious arrival back in Russia Ki Jai. Jai. Srila Bhakti Suri Goswami Maharaj and all the Sri Chaitanya Saracharya Vrinda Ki Jai. Jai. And Sri Harinam Sankirtan Ki Jai. Srila Bhakti Sevan Rishikesh Maharaj Ki Jai. And all the Abhazia Sochi Ruski Bhakta Vrinda Ki Jai. Harinam Sankirtan Ki Jai. Nitai Gaura Premanandi. Haribo. Jai. Kalpatarubhischa. Kripa Sindhubi Evacha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Дандаваты. Мы очень благодарны вам, Махарадж, что вдохновили, очень много важных и концептуальных вещей нам сегодня сказали. Парамананду Прабху тоже благодарим. Джай, Гурудев, спасибо вам большое. Very grateful, Maharaj, for everything. На самом деле, Махарадж, я только подумал, Мадхусудан Махарадж сказал о том, как Лалита, она занимается тем, что набирает слуг в лагере, как бы, квалифицированных слуг, чтобы они могли служить Шримати Радхарани. Соответственно, сейчас образовался, как бы, это, не просто совпадение, что этот сочинский проект, он проявился как раз перед днем явления Лалиты. То есть она этим проектом будет опять набирать новых преданных, для того, чтобы они могли служить лотосным стопам божественной четы. То есть удивительный на самом деле момент. И как-нибудь, посоветую, чтобы преданные, они там в Сочи особо отметили День Лалиты Деви. Да, сейчас я позвоню, после программы позвоню, скажу им. Дандаваты. Джай, Шрила Мадхусудан Махарадж Ки Джай, Джай, Парамананда Прабху Ки Джай. Дандаваты всем. Так, ну что, Харе Кришна, дорогие преданные, на этом наша трансляция заканчивается. Вот, тем более время уже вышло, так что всем дандаваты, Хари Бол.